Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши отзывы, пожелания. Я сегодня к вам вот с такими яркими ниточками и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, все узорчики универсальные, поэтому пробуйте, вяжите и из летней, и из демисезонной, и зимней пряжи. Один и тот же узорчик с разными, получается, ниточками может выглядеть совсем по-разному. Итак, смотрите, у меня сегодня ниточки. Новички, кто еще не вязал такими ниточками, называются они Alize Baby Wool. Цвет сразу же, пока не забыла, назову 612. Такие вот яркие, ярко-зеленый такой цвет. Идем дальше. Что это за ниточки? В 50 граммах находится 175 метров. Это по составу 40% шерсть, 40% акрил и 20% это бамбук. Нам советуют производители, смотрите, говорят, берите крючок от единички до тройки, ну, в зависимости от узорчика, в зависимости от вашей плотности вязания. Я сегодня возьму крючок номер 3. Так, я эту пряжу взяла крючком номер 3. В принципе, под мой узорчик как раз подходит. Вот. Вы точно так же берете свою пряжу, изучаете аннотацию к своей пряже, подбираете правильно крючок согласно рекомендациям, ну и согласно своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Давайте я наберу 32 воздушные петельки, это будет 4 раппорта. Так, и одну воздушную петельку дополнительно для того, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 33 воздушные петельки, но вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Петелька у нас идет фиксации. И при наборе петелек мы вот эту петельку не считаем. Итак, я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, делаем одну воздушную петельку, накид, отступаем от крючка вторую петельку, 1, 2, вот во вторую петельку нырнули, вытянули ниточку и все 3 петельки, вот у нас на крючке 3 петельки, провязываем за один раз. Оп, полустолбик с накидом. Накид, в следующую петельку цепочки по порядку нырнули, вытянули ниточку, 3 петельки вместе, провязали, полустолбик с накидом. И так далее. Накид по порядку. В следующую петельку цепочки ныряем и провязываем полустолбики с накидом. Новички, вы можете провязывать столбики с накидом. Да? Во многих узорчиках я показываю столбики с накидом. Можете провязывать столбики без накида, так же как и опытные мастера-мастерицы. Вот. Для того, чтобы просто не запутаться в воздушных петельках, да, особенно новичкам. А так это будет ровный краешек аккуратный. И вот так вот вы вяжете до конца ряда. Так? Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков, возможно, в вашем случае с накидом, без накида, да, в моем случае полустолбиков должно быть ровно столько, сколько набрали петелек в цепочке. То есть я изначально набрала 33 воздушные петельки. Значит, у меня полустолбиков должно получиться 33. Несложно, правильно? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Давайте самостоятельно. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот у меня полустолбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Приступаем теперь к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. В следующую верхушку, вот следующий столбик, второй, нырнули и провязали столбик с накидом. Первые вот эти вот 3 петельки подъема это имитация столбика с накидом, то есть считаем 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь будьте внимательны. Накид. Вот в третий столбик нырнули, вытянули ниточку, вот так вот подтянули до уровня столбика с накидом. Держим на крючке, не провязываем. 1. Сюда же накид, сюда же нырнули,
подтянули 2, накид, нырнули, опять подтянули 3, держим на крючке, не провязываем, накид. Смотрите внимательно, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3, в 4 столбик, нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке, 1, накид, сюда же, 2, накид, сюда же, 3. И вот у нас, видите, сколько петелек на крючке? Мы провязываем их все вместе за один раз аккуратненько до 2 петелек на крючке. А потом 2 петельки вместе. Все, и наше вязание зафиксировали. Вот такие вот 2 пышных столбика у нас получились. 2 воздушные петельки. 1, 2. Дальше шагаем. Следующий столбик. Провязываем столбик с накидом. 1. Накид. Следующий столбик. Столбик с накидом 2. Накид. И в следующий столбик с накидом 3. Вот такая вот у нас картина получается. То есть у нас получается вот эти первые 2 столбика. Вот они. 1, 2. Поняли, да? Дальше повторение. 2 воздушные петельки. 1, 2. Накид. Делаем пышные столбики. Набираем. Нырнули, вытянули ниточку, держим на крючке. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Накид. 3 столбика. Пропускаем. 1, 2, 3. В 4. Точно так же. Набираем петельки. 1. Накид. 2. Накид. 3. И вот теперь все петельки провязываем опять вместе до 2 петелек на крючке. И теперь 2 петельки вместе зафиксировали. Угу. Вот такие вот интересные пышные столбики с общей верхушкой. Опять 2 воздушные петельки и шагаем, провязываем 3 столбика с накидом. И вот так вот мы чередуем, получается, наши пышные столбики с обычными столбиками с накидом до конца ряда. Понятно? Вот. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши пышные столбики с общей верхушкой и столбики с накидом. Помните, мы начинали 2 столбиками с накидом, так, и заканчиваем точно так же. То есть мы рассчитали, что у нас вот так вот одинаково будут заканчиваться наши краешки. Идем дальше. 3 петельки подъема, поворот, накид, и в следующий вот столбик, да, провязываем столбик с накидом. То есть здесь ничего сложного, столбики, столбики. Дальше, там, где у нас, получается, наши были пышные столбики с общей верхушкой. Смотрите, что мы делаем. Накид. И ныряем в сердцевинку, там, где были пышные столбики. Вытягиваем ниточку 1. Накид. Сюда же нырнули. Вытягиваем ниточку 2. Накид. Сюда же нырнули. Вытягиваем ниточку 3. Теперь все петельки провязываем до 2 петелек на крючке. И 2 петельки вместе зафиксировали. То есть здесь мы провязываем 1 пышный столбик. Здесь у нас были 2 с общей верхушкой. Здесь 1. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И опять сюда же возвращаемся в эту сердцевинку и провязываем еще 1 лепесточек из пышного столбика. 1. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе зафиксировали. И у нас получается вот такой вот 4-листник. Идем дальше. После пышного столбика сразу же переключаемся на наши 3 столбика. И здесь над каждым столбиком провязываем столбик с накидом. Здесь вообще не сложно. То есть где столбики, там провязывайте столбики. Угу. Угу. Дальше опять продолжаем. Провязываем точно такие же 2 лепесточка. Еще раз давайте. Накид. Ныряем вот в сердцевинку. Вытягиваем ниточку 1. Накид. Сюда же ныряем, вытягиваем ниточку 2, накид 3. Все вместе провязали до 2 петелек на крючке и 2 петельки зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять сюда же нырнули, вытянули. 1, 2, 3. Все вместе провязали до 2 петелек, зафиксировали. Вот, и у нас получается потихонечку вот такие вот цветочки. И опять, там, где 3 столбика, мы провязываем столбики с накидом, то есть здесь вообще очень просто и легко. 1 столбик с накидом, следующий столбик 2 столбик с накидом, и следующий столбик 3 столбик с накидом. Как вам? Угу. Все, давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, наши первые цветочки готовы.
как мы закончили ряд. Точно так же мы провязали, получается, 2 столбика с накидом. Дальше, смотрите, интересно начинается. Раз, два, три петельки подъема. Теперь смотрите, поворачиваем наше вязание. И теперь накид. И вот, смотрите, там, где у нас был пышный столбик предыдущего ряда, беремся за верхушку этого пышного столбика, вытягиваем ниточку раз, сюда же 2 и сюда же 3. Смотрите, все вместе провязали, зафиксировали. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот здесь, где мы делали 3 воздушные петельки, да, вы можете нырять непосредственно в арочку и провязывать 3 столбика с накидом. Давайте провяжем так. Первый вариант, как можно провязать. 3. То есть 3 столбика с накидом. Теперь смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять направляемся к пышному столбику, где мы провязывали пышный столбик. Беремся за верхушечку, вытягиваем ниточку. Раз, два, три. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И вот к верхушке следующего пышного столбика тянемся. И точно так же делаем. Раз, набираем ниточку. 2, 3. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки зафиксировали. То есть, если внимательно посмотрите, то мы провязываем как в первом ряду. Просто у нас идет смещение в шахматном порядке. Поняли, да? Здесь пол цветочка, 3 столбика, вот эти 3 столбика. И дальше начинаются 2 лепесточка следующего цветочка. Итак, 2 воздушные петельки. Раз, два. И мы должны вот в эту арочку, да, провязать 3 столбика с накидом. В данном случае мы провязывали непосредственно в арочку. Видите, как получается? Я предлагаю, если позволяет зрение, крючок, если позволяет ваша пряжа, провязывать непосредственно в петельки. Раз, два, три. То есть аккуратненько. Беретесь за петельку. Если возможности нет, то глаза не ломайте, да, как бы провязывайте непосредственно в арочку. Но мне кажется, в петельку будет аккуратнее. Но чуть медленнее, но аккуратнее. Раз, столбик с накидом. Опять в петельку, смотрите, в следующую шагаем. 2, столбик с накидом. И опять же в петельку 3, столбик с накидом. То есть, если внимательно посмотреть, смотрите, вот вариант в петельку, а вот вариант в арочку. Мне кажется, в петельку аккуратнее, но подольше. Но опять же, повторюсь, есть возможность, провязывайте. Нет, не ломайте глаза, провязывайте в арочку, по итогу тоже будет красиво. Все, и опять делаете 2 воздушные петельки. И берете за пышный столбик с этой стороны и за пышный столбик с этой стороны. И провязывайте точно такие же 2 пышных столбика с общей верхушкой. Формируйте цветочек. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встретимся. Так, смотрите, что у нас по итогу получается. Провязали мы ряд наш. И покажу, как мы заканчиваем данный ряд. У нас здесь получается половинка, да, вот наших 2 пышных столбиков. Вот, провязала я пышный столбик. И в тот момент, когда фиксировать 2 петельки, да, я в этот момент делаю накид. Захватываю 3-ю петельку подъема предыдущего ряда. Провязываю 2 петельки. И потом все 3 петельки вместе. Оп. Вот, на этом наш ряд закончен. Все, идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого получается 4 воздушные петельки. Накид. Возвращаемся вот там, где у нас провязывали пышный столбик, сердцевинку. И провязываем лепесточек. Пышный столбик. Раз, два, три. Все вместе. Провязали до 2 петелек. Зафиксировали. Дальше смотрите. Вот наши 3 столбика с накидом, и мы провязываем их как 3 столбика с накидом. Здесь все без изменений. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. А теперь вспоминаем, как мы провязывали вот эту часть нашего цветочка, да, пышные столбики. Накид, в сердцевинку нырнули, вытянули ниточку, подтянули, раз, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вспоминаете, да, как мы провязывали? И точно так же сюда второй пышный столбик. Итак, накид в сердцевинку. Раз,
2, 3. Все вместе провязали и зафиксировали. И дальше у нас идут 3 столбика с накидом. Мы их без изменений провязываем как 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Как вам? Видите, вот здесь пол цветочка, так? А дальше все то же самое, как мы провязывали с вами в предыдущих 2 рядах. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, еще наши цветочки практически готовы, да? Как мы заканчиваем наш ряд? Тут же у нас пол цветочка, да? То есть лепесточек один и сверху лепесточек второй. Вот я провязала пышный столбик, воздушная петелька. Помните, как мы начинали ряд? Накид. И вот там, где у нас были 3 петельки подъема, вот аккуратненько в 3-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Все ровненько, аккуратненько, наш, получается, ряд закончен. 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот. И вот там, где арочка из воздушной петельки, вы либо в арочку ныряете, да, либо, как я, например, если позволяет, повторюсь, зрение, крючок и пряжа, то вы ныряете непосредственно в петельку, мне кажется, так будет аккуратнее, и провязываете столбик с накидом. Есть. А далее, смотрите, будем повторять точь-в-точь самый-самый наш первый ряд. То есть мы провязываем 2 воздушные петельки, и вот там, где пышный столбик у нас, да, верхушка, за пышный столбик беремся, подтянули ниточку, 1, накид, 2, накид, 3, пропускаем наши 3 столбика, 1, 2, 3, и вот там, где пышный столбик, за верхушечку точно так же беремся и набираем наши петельки, ниточки, 1, сюда же 2 и сюда же 3. Все вместе провязываем до 2 петелек и 2 петельки вместе. 2 воздушные петельки, 1, 2. И смотрите, опять там, где у нас между лепесточками 3 воздушные петельки, вы можете провязывать в арочку столбики с накидом, да, 1, 2 и 3. Либо можете провязывать непосредственно в петельки, как вам будет удобно. Все. Получается сам раппорт узорчика 2 ряда. Нижние лепесточки, верхние лепесточки. Потом мы повторяем ряд, просто мы его смещаем в шахматном порядке. Нижние лепесточки, верхние лепесточки. А потом опять повторяем с первого ряда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Для тех, кто умеет писать по схемкам, я сюда схемку прикладываю. Схемка понятная, читабельная. Сами себя контролируйте, смотрите. Для тех, кто не умеет писать по схемкам, посмотрите обязательно. Мы уже все провязали, вы обязательно все поймете, где пышные столбики, как провязываются, где воздушные, где обычные столбики. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что красота. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что у меня по итогу получается. Вот такая вот двусторонняя красота. Хотите одну сторону, хотите другую. Тянется из моих ниточек очень хорошо, что в одну сторону, что в другую сторону. Пробуйте, вяжите из своих ниточек. Может тянуться, может не тянуться. Опять же, пробуйте не только вот именно пряжа, так скажем, летняя, демисезонная, зимняя. Пробуйте полиэфирный, полипропиленовый шнур, коврики, сумочки. Да, то есть очень много идей можно придумать с данным узорчиком. Несмотря на то, что он даже дырявчатый, да, он очень, конечно, шикарный. Особенно, если вы свяжете коврик, то это будет массажный эффект из полиэфирного шнура. Ну, а также топики, маечки, летняя пряжа, да, шарфики, снудики, кофточки, кардиганчики. Не забывайте крутить узорчик, да, как вам будет больше нравиться, так у вас узорчик и ляжет, потому что вы большие дизайнеры. Как вы придумаете, так и правильно, так и красиво. Угу. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Конечно, у каждого будет размер разный, но вот мне интересно. Я вот связала из этой пряжи, моя плотность вязания, мой крючок у меня, вот смотрите, получается 15 сантиметров. И тут получается каждый цветочек 2 ряда. 2, 4, 6, 8. Ну и первый ряд наборный 9 получается. В среднем это, смотрите, ну вот, ну 10,5-11 сантиметров, да, смотря по какому краешку смотреть, краешек вот так вот волнит немножко. Вот, как вам? Узорчик не новый, возможно, вы уже что-то им вязали, поэтому рассказывайте, что вязали, что у вас получилось, с какой пряжи. Ну, а кто не вязал, подбрасывайте идейки, да, что можно связать данным узорчиком. Вот такая сегодня красота. Я надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок.
Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.